Так же, как и вы, я читаю новости, и последние, вот то, что обратило внимание мое, это рейд по дочерней структуре издательства Эксмо. Кажется, она называется Popcorn Publishing. В общем, изымали тиражи книг, требовали их уничтожить, привлекли каких-то людей в качестве обвиняемых и свидетелей по статье о пропаганде ЛГБТ. Ну и, в общем, я решил поразбираться, что же это такое. Сейчас вам расскажу свои находки. Пока прошу вас подписаться. 96% смотрят без подписки. Прошу вас обязательно поставить лайк или дизлайк. Не оставайтесь равнодушными. Проявите свою какую-то эмоцию. Очень прошу написать комментарий во время просмотра видео. Что вы думаете о пропаганде ЛГБТ? Что вы думаете о том, как она происходит в России? Позвольте мне кратко сказать о пропаганде ЛГБТ в Европе. Все же ее в шутку или не в шутку называют гей-ропой. Ну и, соответственно, можете поддержать любым удобным способом. Это Patreon, это Boosty, если вы в России. Если вне России, то можете подписаться на меня на YouTube, можете супер спасибо, тоже донат сделать на YouTube. Ну, в общем, любым удобным способом. Но одна из лучших поддержек это подписка. Проверьте, что все уведомления у вас стоят. Колокольчик такой специальный. Ну и пишите комментарии. Да. По поводу, сразу, чтобы 2 раза не вставать, по поводу Европы и засилия пропаганды в Европе. Но здесь, в провинции Аликанте, я даже не боюсь сказать вообще, встречал ли я гей-персон. Ну, может быть, несколько раз я видел целующихся девочек. Предположу, что они относятся к ЛГБТ. Мальчики, вообще даже не видел тех, кто за ручки держались бы. В Каталонии, где я прожил 2 года, это больше бросается в глаза. Да, я бывал несколько раз в Сиджесе, искал квартиру там в аренду. В Барселоне я достаточно часто, так совпадало, ходил через ЛГБТ-квартал. Ну, там есть определенная зона недалеко от площади Каталонии. Даже, наверное, от площади Универсидад. Видел там спокойно гуляющих по улице, взявшись за ручки мальчиков и мальчиков, девочек и девочек. И не только в Барселоне, но и в других городах, и в пригородах. Почему-то это не вызывает там ни удивления, ни... Ну, то есть я просто рассказываю свои впечатления, которые у меня были, я больше скажу, где-то 2,5 года назад. То есть для меня это тогда свежим взглядом было заметно, и я обращал на это внимание. Сейчас я бы сказал, что видите, я сейчас не могу даже сказать, обращаю я внимание, не обращаю внимания.
мне кажется, ну, есть они и есть. В Барселоне, да, самые красивые шубы, самые красивые люди — это квир-персоны. Вот, они следят за стилем, одеваются, почему-то им нравится носить шубы, вот, зимой. Ну, какой-то понт в этом есть. Вот, но я не вижу засилия рекламы здесь, в Испании. Какой-то феминистский, вот я вам честно скажу, феминистский здесь активнее. И вот их фирменный фиолетовый цвет. И здесь, в маленьком городке, в пригороде Бенидорма, в провинции Аликанте, мэрия проводит какие-то совместные мероприятия с женскими объединениями. Там разные есть объединения. Все они отличаются фиолетовым цветом своих плакатов. То есть, помню, проводили какое-то время назад около мэрии, с участием мэрии, что-то там, какой-то концерт и какие-то сбор подписей, связанные с женским, с насилием над женщинами в семьях. Еще что-то там проводили, месяц солидарности с женщинами. Радужный флаг здесь я практически не вижу. То есть в Каталонии я его видел, здесь я его не вижу. Здесь, наоборот, визуально бросается, что есть какая-то реклама, есть какая-то информационная вот презентация феминистских движений или женских движений. Я бы даже не стал их называть феминистскими движениями, а сказал, что они женские движения. У них фирменный фиолетовый цвет, и они борются, ну, за нормальные вещи, за то, чтобы в семье не было домашнего насилия. Хорошая вещь. Вот. Мэрия это поддерживает. Ну, так вот. То есть, вообще, да, в Испании все по-разному, в разных регионах по-разному. Ну, вот здесь вот так вот. В Каталонии по-другому. Но я бы не стал это называть засилием или навязыванием. Просто одна из форм человеческого существования здесь, в Испании. Тут, кстати, страна, чем хороша, к тебе не лезут в душу. Ну, в смысле, что вот ты такой другой, отличный от всех остальных, ну, ради бога. Делай, очень в личном плане свободная страна. Не потому, что законы такие, а потому, что люди такие. Вот. То есть здесь вроде как они открыты, большинство испанцев экстраверты, но в принципе, пока ты не мешаешь другому в его повседневной жизни, тебе никто не будет навязывать каких-то рамок. В этом смысле страна хорошая. Хочешь сидеть на земле посередине улицы — сиди. Хочешь курить марихуану — кури. Вероятнее всего, полиция не поймает тебя или не будет ловить. Вот. Реклама, к сожалению, наркотиков, я осуждаю употребление наркотиков. Реклама продажи марихуаны достаточно представлена, чтобы зацепило взглядом, но я вообще не вижу смысла покупать марихуану в таких по каким-то сомнительным объявлениям. И если здесь это все легально в плане того, что ты можешь записаться в клуб курителей, и, пожалуйста, у тебя там будет возможность легально покупать любые сорта конопли и употреблять, ну, в определенном месте для твоей же, наверное, безопасности, среди таких других любителей. Тут меньше воняет на улице марихуаны, меньше, чем в Каталонии. В Каталонии это очень распространено, особенно в Барселоне. В плане того, что музыку люди любят слушать громко, но тем не менее может быть, не до 11 ночи, но до 12 будут слушать,
потом прекращают. Тут даже мэрии часто устраивают концерты на площадях перед мэрией до 2-3 часов ночи и нарушают тишину. Достаточно часто. И в Каталонии, и вот здесь, вот в пригороде Бенидорма, мэрия может устроить уличную дискотеку до самого утра. Это мешает, но несколько раз в год можно потерпеть, чтобы люди выпустили пар. К этому как-то уже начинаешь привыкать. Хотя Испания это громкая страна, и мне иногда жутко хочется тишины. Ну вот, такова как бы особенность Испании. Что здесь много индивидуальных свобод. Именно потому, что людям лениво лезть тебе в душу. Может быть, они хотели, но им лениво. И они ожидают такого же по отношению к себе. Так вот, про Испанию рассказал. Это гей-френдли страна. Здесь не только, ну, то есть тут и к жертвам домашнего насилия френдли. Поэтому сюда едут женщины из африканских стран, где, наверное, распространено домашнее насилие. Так вот, возвращаемся к российским баранам. Верховный суд по требованию Минюста признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ. Деятельность этого движения, в кавычках, в России запрещена. Вот, оказывается, любая просветительская юридическая деятельность, касающаяся защиты прав ЛГБТ, считается экстремистской. Представляете? Даже просветительская деятельность. Теперь смотрим, какие статьи есть. Статья, ну и давайте я все их прочитаю. Административные статьи. Статья 6.21. КоАП РФ. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, запятая смены пола. Статья 6.21.2. КоАП РФ. Распространение среди несовершеннолетних, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, либо способны вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Но это тоже в рамках той статьи. Сейчас это не только для несовершеннолетних, мне так кажется. Но сейчас прочитаю. Статья 20.3 КоАП РФ. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом. Но так же, как и в случае с... То есть, по сути, символику ЛГБТ приравняли к нацистской символике. И помните, буквально в мае месяце, несколько недель, может быть, назад, какого-то мультипликационного графического персонажа или игрушку с радугой на голове тоже признали экстремизмом. Так вот, разбираемся. Статья 6.21. КоАП. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, смена пола, отказа от деторождения. То есть идеология child-free. Первое. Пропаганда нетрадиционных, все то же самое, либо так. Нет, надо прочитать. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, смены пола, либо отказа от деторождения, выразившаяся в распространении информации и или совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, смены пола, либо отказа от деторождения и или искаженного представления сексуальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, либо социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения, либо навязывания информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и или предпочтениях, либо
вернее, смене пола, либо об отказе от деторождения, вызывающий интерес к таким отношениям или предпочтениям, либо отказу от деторождения, за исключением случаев, предусмотренных 6.21.1 настоящего кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных от 100 до 200 тысяч, на юридических от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Те же действия, совершенные среди несовершеннолетних, часть 2, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, ну, соответственно, все хуже. Действия, предусмотренные с использованием, частью 1 с использованием сети интернет, влекут наложение на граждан до 200 тысяч, ну, а на юрлиц до 4 миллионов рублей. То же самое, господи, для несовершеннолетних только с интернетом еще хуже. Действия, предусмотренные частью 1, совершенные иностранным гражданином, там 5, 6 часть. Ну, в общем, рекомендую прочитать самостоятельно. Суть в чем? Суть в чем? Если вы, что бы то ни было, рассказываете о движении, несуществующем движении ЛГБТ, то есть вообще по сути вы рассказываете, ну, поскольку движение не существует, то признаки этого движения могут быть во всем. Если вы что-то рассказываете об ЛГБТ, то, пожалуйста, вам статья. Если вы что-то рассказываете о Child Free, вам тоже статья. То есть речь идет о буквальном запрете на свободу слова и свободу мысли. Вы ничего не можете рассказывать, потому что бы вы ни сказали, это может попасть под вызывание интереса, например, к каким-то отношениям или предпочтениям. То есть вы рассказываете, вы уже, если кто-то это смотрит, если кто-то с этим знакомится, вы уже вызвали интерес. А вызвать интерес — это прямая отсылка к этой статье. Ничего нельзя говорить про ЛГБТ и Child Free. Вот прямым текстом. Ничего. Дальше есть еще статья 6.21.2. Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, либо способные вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. То есть то же самое, только для несовершеннолетних. Большие последствия, соответственно, через интернет для граждан, например, часть 2, действия, предусмотренные часть 1 только через интернет, для граждан до 200 тысяч рублей, для должностных лиц до 400 тысяч рублей, для юридических лиц до 4 миллионов рублей. И нельзя, соответственно, я не представляю, как вы сможете в интернете разделить несовершеннолетних и совершеннолетних. То есть, если вы указываете, что это 18+, может быть, это как-то вас подстрахует. Но если следователь докажет, что с этой информацией в интернете может ознакомиться несовершеннолетний, значит, вам менят и вот эту статью. Понимаете? Так, дальше смотрим, что у нас еще есть. 20.3. КоАП РФ.
20.3 КоАП РФ. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом. Движение ЛГБТ экстремистское, соответственно, пропаганда либо демонстрирование символики влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, либо административный арест, уже это арестная статья, на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. На должностных лиц до 4000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, на юридических лиц до 50 тысяч рублей, тоже с конфискацией. То же самое, что у нас изготовление ЛСБ в целях пропаганды еще имеет определенную санкцию. Тоже, по-моему, штраф на граждан, но без ареста. Ну, само по себе уже понятно. То есть, если вы где-то флаг сшили себе из 6 полос и без голубого цвета, радужный флаг без голубого цвета, из 6 полос сшили флаг и где-то его продемонстрировали, вам сразу арестная статья до 15 суток. Флаг у вас заберут, если вы еще и, то есть и вменят 20.3. И это мы с вами говорим только про КоАП. То есть вам можно сказать, что всегда будет идти 3 статьи. Почти всегда можно вменить любому, кто рассказывает про ЛГБТ, статью 6.21, 6.21.2 и 20.3. В какой-то ее части, но можно вменить все 3 статьи КоАП РФ. И это все еще административка. Дальше. Статья 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом. Получается, что по сути, раз ЛГБТ и Child Free несуществующие международные движения, их символика приравнено к нацистской, все, что касается нацистской символики, все то же самое касается и ЛГБТ и Child Free. Если вас привлекали к административной ответственности и дальше вас будут привлекать к уголовной ответственности. Понимаете? То есть, раз вы поняли, 2 не поняли, 3 не поняли и вперед. Поэтому, завершая, статья еще 20.3 КоАП РФ, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование, которые запрещены федеральным законом. Вот вы эту статью КоАП РФ, Кодекса об административных правонарушениях, нарушили вместе с предыдущими статьями КоАПа. То есть вам все эти статьи будут выписывать, потому что невозможно и то нарушить, и это не нарушить, все нарушаете. А потом вам могут вменить уголовную статью. Вот как это работает. Подписывайтесь, пишите комментарии, что вы думаете. Я думаю, что в России на самом деле ничего, если вы боитесь, если вы понимаете, что в России законы не действуют, и вы ничего не докажете, ничего нельзя говорить про ЛГБТ, Child Free,
внимательно проверьте свои предыдущие публикации, потому что все, что вы раньше писали в интернете, и это до сих пор там доступно, следователи могут посчитать продолжающейся пропагандой. Есть один момент, который я не могу как технический специалист понять. Существуют способы извлечения информации из кэша. То есть формально я могу найти публикацию, которая уже удалена, но она находится в кэше поисковика, например. Считается ли это продолжающейся пропагандой? Вот это вопрос. Но это, я надеюсь, еще не скоро начнут российские власти использовать. В смысле кэш поисковика проверять. Пока я вам рекомендую. Удалите все свои публикации, просмотрите. Если вы находитесь на территории Российской Федерации, это может быть для вас опасно арестом административным, большими штрафами или после нескольких административных нарушений уголовной статьей. Всем добра, пока.